Добрый день, с вами вновь Анна. В одном из видео я показывала, как делать крестики и закреплять нить в начале и в конце работы. Вот давайте сейчас воплотим в жизнь полученные знания. Распакуем набор, который вы выбрали для своей первой вышивки, подберем необходимый минимум инструментов, ну и если вы досмотрите видео до конца, то увидите некоторые хитрости в работе вышивальщиц. А вышивать мы сегодня будем вот эти милые ромашки. Работа у нас небольшого размера, всего лишь вот 10 на 11 сантиметров. Работа сама по себе очень простая. Если вы где-то ошибетесь, то очень легко можно будет найти ошибку и исправить ее. И еще, это набор. Поэтому все материалы у вас уже подобраны. Видите, здесь канва, ниточки, да, иголочка там вот просвечивается, вот она. Давайте мы сейчас этот набор распакуем и посмотрим, что же у него внутри. Ну вот, распаковали, смотрим. Картинка у нас. Дальше такая рекламная страничка. Не нужна она нам совсем. Сейчас, по крайней мере, уберем. Совсем уберем. Дальше у нас инструкция. Во всех наборах вы найдете инструкцию. Так. Ну и материалы. Смотрите, у нас здесь ниточки и канва. Канва – это специальная ткань для вышивки, она отличается нумерацией. Номер – это количество крестиков в 1 дюйме канвы. Соответственно, чем больше крестиков, тем больше номер. Самые популярные – это 11, 14 и 16. У нас здесь производителем заявлен 14 count. Ниточки ДМС. Очень приятные на ощупь, хлопковые нитки. И они, смотрите, уже на специальной такой планшетке. Вам не нужно будет снимать, куда-то перематывать. Все здесь уже готово. И длина нарезана производителем хорошая. Вы просто вытаскиваете одну ниточку и все. Теперь схема. Схема у нас на обратной стороне картинки. Вот она. И здесь же у нас шкала соответствия. Шкала соответствия цветов. И внизу, вот обратите внимание, внизу у нас написано, что нужно вышивать в 2 нитки. Так, ну в работе нам еще с вами пригодится игла, я уже говорила, она есть в наборе. Вот я ее перенесла немножко повыше. Еще нам нужны будут ножницы, ну лучше всего маникюрные. Пяльца. Пяльца выбирайте любые, какие вам хочется, какие вам нравятся. Главное, чтобы рисунок помещался внутри. Для этой маленькой работы я выбрала маленькие пяльца с винтом. Они очень надежные и дешевые. И еще нам понадобится маркер любого абсолютно цвета для того, чтобы выделять отшитые участки, чтобы мы с вами не запутались. Еще можно воспользоваться вот таким маркером. Это маркер на водной основе для разметки канвы. Но у нас работа с вами легкая, поэтому можно и канву не расчерчивать. Я не буду расчерчивать канву вот в этой работе. Но если вы хотите, пожалуйста. Маркер этот очень легко смывается водой. Кстати, нельзя пользоваться карандашом, только вот таким маркером. С инструментами все понятно. Теперь нам нужно найти точку, с которой начнется у нас вся вышивка. Это середина канвы. Чтобы найти середину, мы вот складываем с вами канву. Это самый простой способ найти серединку. И вот этот уголочек, он и будет середина канвы. Давайте мы его пометим, чтобы было видно. Так, вот смотрите, вот эта вот точка, середина канвы. Отсюда начнется вся наша работа. Теперь одеваем канву на пяльца. Внутренний обод под канву, внешний сверху на канву. И натягиваем. Благодаря тому, что у этих пялец есть винт, мы очень легко можем регулировать натяжение ткани. Это очень удобно. Вот эта точка – это середина канвы. Отсюда мы начнем вышивать. Теперь нам нужно найти серединку на схеме.
Смотрите, это пересечение двух линий, вертикальной и горизонтальной. Они здесь на схеме выделены. И вот на пересечении, обратите внимание, у нас раз, два, три, три крестика мы должны вышить вот такой зеленой ниткой. Такие планшетки с нитками называются органайзерами. Они очень удобны в работе. Чтобы достать нить с этого органайзера, не нужно снимать полностью все. Иголочкой поддеваете одну тоненькую нить и вытаскиваете. Если захватить две нити, то фокус не удастся, все перепутается, поэтому тянем только одну. Вот, все готово. Начинаем вышивать. Шьем, как по схеме, 3 крестика. Но сначала мы должны закрепить нить методом петелька. Три отшитых крестика теперь мы маркером отметим на схеме. Ну а дальше работаем по аналогии. На сегодня все. Мы отлично поработали. В следующий раз я возьму в работу большую вышивку и продолжу раскрывать секреты вышивальщиц. Вы увидите весь процесс от распаковки до конечного результата. Ну а сегодняшнее видео, надеюсь, вам понравилось и было интересно. Вопросы и пожелания пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить ничего интересного. Ваша Анна. Пока-пока.